Krishna Bhakta Namo Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So first of all, I give pranams to our Gurudev, Vishnupad Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami. В первую очередь я предлагаю пранамы моему Гурудеву Вишнупад, предание с вами Шримад Бхактивиноде Нараяне Госвами Махараджу. All devotees, thank you for coming. А также всем преданным спасибо, что вы здесь. So, Vedic time is divided to 4 ages. Ведическое летоисчисление делит время на 4 эпохи. Now we are in Kali-yuge. И сейчас мы находимся в Кали-юге. The most sinful age. Это самый греховный век. Everyone's lifespan is very short. Все живут очень короткую жизнь. People have no intelligence. У людей нет разума. No discrimination. Люди не могут различать, что хорошо. Means what is good, what is bad, what is temporary, what is eternal, what is auspicious, what is inauspicious. То есть это значит, что они не видят, что хорошо, что плохо, что временно, что вечно, что благоприятно, что неблагоприятно. People's hearts full of material desires. Сердца людей наполнены материальными желаниями. New religions like weeds in rainy season. И новые религии появляются как сорняки в сезон дождей. All are full of envy, lust. Переполненные завистью и вожделением. So the incarnation for this age is the most kind, most merciful. Инкарнация Бога для этого века самая милостивая, самая добрая. Okay. That is Krishna in the form of Чайтаньи Махапрабху. Инкарнация — это Кришна в образе Господа Чайтаньи Махапрабху. Okay. He appeared in this world with Nitьянандой Прабху. Он явился в этом мире вместе с Нитьянандой Прабху. So, and where they appeared is this place called Nabadvipа. И то место, где они явились, вот это и есть то место, которое называется Набадвипа. Suno he Kali jeev charigyan karam nitai chaitanya bhaje tyage dharma adaram dayara samudra se gaura nityananda ekatari dibebai sharabhajananda. All souls of this Kali-yuge, Все души этой Кали-юги give up all material endeavors. Оставьте все свои материальные попытки. Give up material speculation. Оставьте материальные измышления. Okay. Give up following so-called religion, so-called irreligiosity. Оставьте так называемую религию и так называемую безнравственность, не религию. Just worship Lord Chaitanya. Просто поклоняйтесь Господу Чайтанье. They are ocean of mercy. Потому что Он — это океан милости. But still, this is not good comparison. И все-таки такое сравнение тоже не очень хорошо. Because ocean is salty. Потому что океан соленый. Ocean has many crocodiles, sharks, jellyfish. В океане очень много медуз, крокодилов и акул. Ocean have limit. И также океан, он ограничен. But Lord Chaitanya's mercy, not salty. Но милость Господа Чайтаньи не соленая. No dangerous animals. И в ней нету опасных животных. No limit. И также она безгранична. But still, in this world, the biggest thing is the ocean. So Bhактивинода Тхакур says, their mercy is like an ocean. И все-таки в этом мире самое большое, что есть, это океан. И поэтому Бхактивинода Тхакур приводит сравнение, что милость Господа Чайтаньи подобна океану. So, I think in English class last week we were saying, all holy places, just like Krishna is the source of all incarnations,
this Nabadvip is the source of all holy places. И кажется, на прошлой лекции английской мы говорили о том, что точно так же, как Кришна является источником всех остальных инкарнаций, также и Набадвипа является источником всех остальных святых мест. Okay. So, in India, there's a very famous place called Pushkar. В Индии есть одно очень знаменитое место, которое называется Пушкар. It's in Rajasthan. Оно находится в Раджастане. So, there's many like camel fairs, cow fairs. They sell a lot of camels, cows. Still now, big farming area. И там очень много ферм, в которых разводят верблюдов, коров и продают их. But that is place, Pushkar is the only place where the worship of Lord Brahma is undertaken. И Пушкар — это единственное место, где происходит поклонение Господу Брахме. Okay, so Nityananda said, Balidek jiva e grama manoha ekon brahmanpur daki sarvana. Brahman Pushkaranam Sarva Shastra Koi Hita E Rahashatoi E Guyaho. Nityananda said, oh Jiva, this very beautiful village is called Brahmanpur, Brahman Pushkar. Нитьянанда говорит, что о Джива, здесь есть прекрасная деревня, которая называется Браман Пушкар. So millions of years ago, there was one Brahmana called Divadas. Миллионы лет назад жил один браман, которого звали Дивадас. So in old age, we should not stay surrounded by children and grandchildren. Old age, we should reserve for spiritual life. В преклонном возрасте мы не должны быть окруженными своими сыновьями, детьми и внуками. Мы должны посвятить это время духовной жизни. What was the babushka's name again? What was her name, Shanti? Люда. Luda. Tell Luda whole life should not stay with children, grandchildren. No. Люда, Гурудев говорит вам, что не надо на всю жизнь оставаться со своими детьми и внуками. Because when you die, you'll think of them. Потому что, когда вы будете умирать, тогда вы будете думать о них. Then you have to take birth again in this world. И тогда вам придется снова родиться в этом мире. So, the Vedic system is in old age, you should give up all material connection and fully dedicate to spiritual life. По ведической системе в преклонном возрасте нужно оставить все материальные связи и полностью посвятить себя духовной жизни. Okay, so Divadas, he renounced everything and went on tour to all the holy places. Дивадас оставил все и отправился в большое паломничество по святым местам. So by good fortune, he came to this Nabadvip Dham. И по благой удаче он попал сюда, в Набадвипа-дхаму. And in this place, he had a very wonderful dream. И в этом месте ему приснился удивительный сон. Every place has its own power. У каждого места есть своя сила. Like if we stay in a church, then certain feelings will come. No? Как, например, если мы приходим в церковь, то у нас пробуждаются определенные чувства. If we stay in a brothel or a nightclub, other feelings will come. Если мы приходим в бордель или в ночной клуб, то приходят совсем другие чувства. So holy places have their own power, own influence. You visit those places, your mind will be purified. И у святых мест есть своя сила, свое влияние. И если вы их посещаете, то ваше сердце и ум меняется, очищается. So nighttime he had a dream. И вот ночью ему приснился сон. So in the dream, someone said to him, "Oh Brahman, stay here. You will achieve love of Krishna." И в этом сне ему сказали: «О, Браман, останься здесь, и тогда ты достигнешь любви к Кришне». That is the ultimate goal of life. А это конечная цель жизни. So Divadas, he built a hut and stayed in here in Nabadvip until old age. И Дивадас, он остался здесь, соорудил себе хижину и здесь пребывал уже в старости. So he became so old he could not walk anymore. Он так состарился, что уже не мог ходить. Like Sadashiva. So, but still, he had strong desire. Oh, I could not go to the holy place of Pushkar. I want
to go, I want to go. И все-таки у него осталось желание, ой, я не могу дойти до святого места, которое называется Пушкар, но я так хочу туда пойти, так хочу. Like many old Russian men are dying thinking, I could not go to Thailand. Как, например, многие старые русские, умирая, думают, я так и не съездил в Таиланд. But this Brahman, his thinking was different. So he was sad. Now I cannot walk. How will I ever see the holy place of Pushkar? Но этот браман, у него мысли были совсем другие. Я теперь не могу ходить, как же мне добраться до святого места Пушкар? So maybe in 1990 I went to Pushkar, maybe 30 years ago. В 1990? Yes, before Shanti was born. No. В 1990 году я, кажется, ездил туда. Это уже было почти 30 лет назад. 31 год. There someone gave me Bhagavad Gita for the first time. И там впервые кто-то дал мне Бхагавад-гиту. So this Brahman was old and he was lamenting, alas, I cannot go, now I cannot walk. How will I see the holy place of Pushkar? И вот так этот Дивадас, этот брахман сокрушался. Я не могу сейчас ходить, как же мне добраться до этого места Пушкар? So the holy places also have their personified forms. И у каждого святого места есть своя олицетворенная форма, то есть образ какой-то. Actually, we believe everything comes from a person. То есть мы верим, что все исходит из личностей. Like if we see a building, we can understand, oh, someone made this. No? Как, например, если мы видим какое-то здание, мы понимаем, что кто-то его создал. If we see a car, we think someone made this, a person made this. То есть, когда мы видим машину, мы тоже понимаем, что какая-то личность ее создала. So in the same way, who made the mountains, who made the oceans, who made the rivers, these all have personal backgrounds. Также точно, когда мы смотрим на горы, на реки и так далее, все это имеет как бы личностный бэкграунд, личностный фон. Кто-то это сделал. Like the scriptures have personified forms. Как, например, Святые Писания имеют олицетворенную форму. So the holy places also have their personified forms. Точно так же святые места — это на самом деле личности. So when this Brahmin was thinking, I could not go to Pushkar, I could not go to Pushkar, then at night, this personified form came. The personified form of Pushkar came to him in a dream, dressed as a Brahmin. И вот так, пока этот браман думал, о, я не могу попасть в Пушкар, однажды ночью во сне к нему явился олицетворенный Пушкар в образе личности, как в виде брамана. So the Brahmin said, Divadas Balivipra Nakarma Krandan Tumas Sanmuke Kandeshu Soban E Kundasnan Tumi Koroye Ekba Pratyaks Kwebi Tita Pushkar Tuma. Oh, don't cry, this pond in front of you, you take bath, and you will directly see the holy place of Pushkar there. И этот браман сказал, о, не сокрушайся, не плачь, просто прими омовение в этом озере, которое находится прямо напротив твоей хижины, и тогда ты увидишь святое место Пушкар. Then the Brahmin became very happy because all his desires fulfilled. И тогда Дивадас браман стал очень счастлив, потому что все его желания исполнились. But that Brahmin was very sad. He said, oh, me, you came for such a long distance. You had a great trouble. I'm very sorry to give you so much disturbance. Но в то же самое время он был очень расстроен, потому что он сказал, ой, из-за меня тебе пришлось преодолеть такое большое расстояние. Pushkar balene suna dvija bhagyavan dura hoiti na ashinu heta vidyaman. No, I have not come from far. I live here. This is my original place. А этот олицетворенный Пушкар сказал, нет, я пришел не издалека, я живу здесь, это мое изначальное место. Эй Nabadvip dam sarvatita moy Nabadvip sevi heta take tita cha.
all holy places reside in this Nabadvip Dham. Все святые места пребывают в этой Набадвипа-дхаме. All holy places reside here to render service to Nabadvip Dham. Все святые места пребывают здесь для того, чтобы быть задействованы в служении Набадвипа-дхаме. I have one manifestation in Pushkar, but my original form is here. У меня есть одно из проявлений, которое находится в Пушкаре, но моя изначальная форма находится здесь. By bathing one time here, you get the result of bathing 100 times in Pushkar. И приняв омовение однажды здесь, то ты получишь результат сотни омовений там в Пушкаре. Ateva Nabadvip Chari Ye Jan Anyatita Asha Kori Simura Durajan. One who leaves Nabadvip and desires to go to any other holy place is very, very foolish. Тот, кто живет в Навадвипе и желает посетить все остальные святые места, то такой человек очень-очень глуп. If you visit all our holy places, then you can stay here in Nabadvip. Если ты посетил все остальные святые места, ты можешь жить здесь, в Навадвипе. That means one who's staying in Nabadvip, they visited all holy places. Это означает, что тот, кто живет в Навадвипе, он уже посетил все святые места. Therefore, all scriptures say the best place to live is this Nabadvip. All scriptures say. И поэтому все святые писания твердят, что самое лучшее место для жизни – это Набадвипа. So one who's living here but thinks, oh, I should visit this place, I should visit that place, that person is very foolish. И поэтому тот, кто живет уже здесь, но думает, о, я должен поехать туда, я должен поехать сюда, такой человек очень глуп. No? Anyway, so one should have proper knowledge. То есть у каждого должно быть правильное знание, понимание. So in Vrindavan, the holiest place is called Radhakund. В Вриндаване самое святое место называется Радхакунда. So Gurudev said, some years ago, there were 2 devotees living in Radhakund. Гурудев рассказывал, что несколько лет назад жило 2 преданных на Радхакунде. So they were both worshipping Radharani there. И оба они поклонялись там Радхарани. So for some reason, one of the devotees had a desire, oh, I have not visited the holy place of Dwarka. И по какой-то причине у одного из этих преданных появилось желание. Он подумал, я никогда не был в Двараке. No, so secretly he kept some desire in his heart. И втайне он сохранил это желание в своем сердце. And then if we have some desire, that will be fulfilled. Если у нас есть какое-то желание, оно должно быть удовлетворено. Оно будет So if you have удовлетворено. good desire, then no problem. But if you have some bad desire, that will be problem. И если это желание хорошее, то никаких проблем. А если плохое, то будут проблемы. So because he had some desire to visit the holy place of Dwarka, then one man came, one wealthy man. Oh, I want to visit this city of Dwarka, but I have no one to go with. И из-за того, что у него было вот это желание посетить Двараку, то пришел человек однажды и сказал, что я тоже иду в Двараку, но мне не с кем идти. So that devotee who was in Radhakund thought, very good, I will go with you. He thought this Krishna's arrangement he was thinking. И тогда этот преданный на Радхакунде подумал, о, я пойду с тобой. Он подумал, что так Кришна устроил все. What is Krishna's arrangement? What is your arrangement? Sometimes there's a big difference. Но иногда то, что устраивает Кришна, и то, что устраиваешь ты, это очень-очень большая разница. So he went to Dwarka. И так он пришел в Двараку. So the mood of Vrindavan and the mood of Dwarka is so different. Настроение Вриндавана и настроение Двараки очень разные. In Vrindavan, no one thinks Krishna is Bhagavan. Even if he tells everyone, no one believes him. В Вриндаване никто не верит, что Кришна Бхагаван. Даже если он так говорит, никто ему не верит. They think Krishna is my friend, Krishna is my son, Krishna is my beloved. Все думают, Кришна мой друг, или Кришна мой сын, или Кришна мой возлюбленный. The feeling Krishna is Bhagavan is very far away from them.
И ощущение, что Кришна — это Бхагаван, Господь, очень далеко находится от этого места. So in Dwarka, the mood is very strong. Krishna is my Lord. Krishna is Bhagavan. А в Двараке, напротив, настроение очень сильно такое, что Кришна — это мой господин, Кришна — это Господь. So devotees who have that feeling very strongly, they are followers of the Sri Sampradaya. И те преданные, которые очень сильно под влиянием такого настроения, это последователи Шри Сампрадаи. So he went there and he became influenced by that place. He even got the marks of the Sri Sampradaya put into his arm. You know, he fully changed his mind. И когда он пришел туда, он очень сильно попал под влияние последователей Шри Сампрадай. Он даже получил вот это клеймо, которое ставят у Шри Сампрадай. Полностью его сердце изменилось им тоже. So he stayed some time there, then he returned to Vrindavan. But no matter how much he tried, the same feeling he had before would not come back to him. И так он там пожил какое-то время, затем вернулся во Вриндаван. Но после этого, сколько бы он ни старался, прежние чувства, которые он испытывал во Вриндаване, не приходили к нему. Means like before, he could not remember Radharani. То есть он не мог помнить Радхарани, как раньше. That feeling, I am her servant, that feeling had left him. То есть вот это ощущение, что я твой слуга, оно ушло от него. Why? Because he left Radharani, no? He went to Dwarka. А почему? Потому что он оставил Радхарани, он ушел в Двараку. So all devotees in Radhakund stopped talking to him also. They would not look at him because he left Radharani who wants to look at his face. No? И также все остальные преданные на Радакунде перестали с ним общаться. Никто не смотрел даже ему в лицо, потому что он оставил Радхарани. Кто захочет с ним общаться? So that devotee felt very bad. You know? What have I done? You know, I made a big mistake. То есть тогда этот преданный почувствовал себя очень плохо. Он подумал, что же я наделал? Я совершил ошибку. Like Shanti in Vrindavan and Shanti in Perm. Is it the same Shanti? Is it the same Shanti? Как Шанти во Вриндаване и Шанти в Перми. Разве это та же самая Шанти? Shanti, is it the same Shanti? No. Not same. No? Anyway, don't worry. Time will come again. So he felt very bad. I have done big mistake, you know. So inside he felt so much repentance. И он почувствовал себя очень плохо. Что же я натворил, что же я сделал? И он почувствовал такое сокрушение. Repentance, I don't know this word. Malati, what's repentance? I will check. What? Good. What? Sorry to wake you up. Repentance. Repentance? I don't know. Sorry. Repentance, like stidna. Okay, there you go. Even I know that. Stidna. Раскаяние. Раскаяние. Окей. Okay. Gurudev, I found the word. Он почувствовал сильное... What's it called? Раскаяние. Viskayana. Russian is very sweet. Viskayana vistidna. So he felt so much, Viskayana. И он почувствовал сильное раскаяние. But he felt so much, no, that actually his body caught on fire. И он чувствовал такое сильное раскаяние, что его тело сгорало в огне. And his body was burnt to ashes. То есть его тело, оно буквально сгорело дотла. This is true story, no? Это правдивая история. Like even we get caught stealing or doing something wrong, we feel some stidna. Так же, как, например, если мы что-то своруем или что-то сделаем не так, мы тоже чувствуем стыд. But the stidna of the soul, imagine that is thousands of times more stronger. Но когда стыдно душе, а не там уму или телу, да, то это 1000 раз сильнее. Just checking my... Okay, now it's charging. So that place where the ashes are, that place is still there now. И то место, где остался его пепел, оно все еще есть там. Luda, what do you think? Nice story? Люда, как вам эта история? Okay, anyway. So, the point being, we should have some faith, И смысл some этой... determination. I will stick to this place.
И смысл этой истории в том, что у нас должна быть вера, должна быть определенная решительность, что я зафиксирован в одном месте. Anyway, so the holy places have their own power. Sometimes we cannot understand, but afterwards we will understand. Святые места обладают собственной силой. Сейчас мы этого не можем понять, но потом мы это поймем. So Pushkaraj said to the Brahmin, all holy places reside here. Пушкарадж сказал этому браману, что все святые места пребывают здесь, в Набадвипе. One who thinks, I will leave Nabadvip and go to another holy place, that person is most foolish. И тот, кто думает, что я оставлю Набадвипу и пойду в другое святое место, такой человек самый глупый из всех. So remember, all this is in Satyuga. И помните, что все это произошло в Сатья-югу. And Lord Chaitanya's pastimes manifest millions of years later in Kali-yuge. А игры Господа Чайтаньи проявились здесь через миллионы лет в Кали-югу. But Lord Chaitanya's pastimes are always here, always. Но игры Господа Чайтаньи проходят здесь всегда, всегда. Sometimes you can see, sometimes you cannot see. Но иногда мы их можем видеть, а иногда нет. This morning Maharaj was talking also. И сегодня утром Махарадж тоже говорил об этом. Yadyapi se lila kore gori rai kon bhagavan dekhi kore. Even now the pastimes of Lord Chaitanya are going on. Даже сейчас игры Господа Чайтаньи проходят здесь. So then Pushkaraj said, И тогда Ohe vipra guya kata bolibo tumai et alpakali hoibe ananda hetai. Oh Brahman, I am telling you something very confidential. И тогда Пушкарадж сказал: «О, Браман, я говорю тебе что-то очень сокровенное. Lord Chaitanya will appear very soon here in this Nabadvip. Господь Чайтанья явится здесь очень скоро в Набадвипе. He will give love of Krishna even to the ordinary persons. И он будет дарить любовь к Кришне даже обычным людям. Esab stane Prabhu Bhakta Brindalai Sankirtan Ras Nachibena Mata Hoy. With his devotees, they will chant and dance and taste the ecstasy of devotion. И со своими преданными он будет воспевать и танцевать и вкушать сладость преданности. Sarva avatar chilo jay jay bhaktagan sakala loya Prabhu koribe kirtan. Because Krishna is the source of all incarnations. When Krishna comes, all incarnations are in him. Также, потому что Кришна — это источник всех инкарнаций, поэтому, когда он приходит, все инкарнации содержатся в нем. So the devotees of all incarnations will also come with him. И поэтому преданные всех остальных инкарнаций тоже придут вместе с ним. Okay, not just devotees of Krishna. Не только преданные Кришны. We see devotees of Ram, devotees of Lord Narayan, devotees of Nrsingadev, all are here also. Мы видим, что там были и преданные Господа Рамы, и Господа Нараяны, и Господа Нрисимхадева, все были там. Prembanya jale sarva jagata bashaba bosh habe kutarke binasab mahaprema pava. And all will get love of Krishna. И все получат любовь к Кришне. Okay, Luda, who do you love? Люда, кого вы любите? It feels pressure because everyone's there. Кого? А? Еще раз. Детей своих, внуків і правнуків, якщо. I love my children, I love my grandchildren and grandchildren. Not your daughter-in-law. А свою, как это называется? Daughter-in-law. Невестку свою. Анну любите? Оксану любите? Моя племянниця, як її можна? Oh, she's my niece. Anyway, but this relationship will not be permanent. Так или иначе, эти отношения не будут вечными. One day will be broken. 100%. Однажды, 100% они закончатся. Like grains of sand in the river. They come together for a short time, then will be separated. Так же, как песчинки в реке, на какое-то время они соединяются в потоке речном, но потом они быстренько разъединяются.
So love is there, but which is the proper place to give that love? Да, любовь есть, но каково правильное вместилище любви? Куда ее нужно направлять? Okay. The bag of stool called husband. Разве в мешок с испражнениями, который называется мужем? The bag of stool called the wife. Или мешок с испражнениями, который зовется женой? Who is the real receptacle of love? Кто является истинным принимающим любовь? That is Krishna. Это Кришна. So this love of Krishna is the highest goal of life. И вот эта любовь к Кришне – это самая возвышенная цель жизни. And that is permanent, eternal. И она вечная, она постоянна. Okay, so Prem Vanya Jale Sarab Jagata Vashabe Kutat Bina Sab Mahaprabhu Pabha. The whole world will get this love of Krishna. И весь мир получит эту любовь к Кришне. Only one person will miss out. И только одного человека пропустят. Kutarkik means that person who addicted to bad logic, foolish logic. А этот человек называется кутарки, то есть это тот, кто сильно привязан к искаженной логике. Right? Everyone will get love of Krishna except the person who always uses their bad intelligence, kutark. То есть все получат любовь к Кришне, кроме людей, которые постоянно полагаются на свое неправильный ум. So Edam Nishta Kore Jebe Korivas Tarmile Gaurapad Ohi Divadas. Oh Divadas, whoever stays with firm faith in this Nabadvip Dham will definitely achieve Lord Chaitanya. О Девадас, тот, кто постоянно будет пребывать в этом святом месте в Набадвипе, тот совершенно точно достигнет Господа Чайтаньи. Koti Koti Bas Dori Shri Krishna Bhajan Tatapi Namete Rati Napoye Durajan. Even if a wicked person chants for millions of years, he will never develop love for the name of Krishna. Если злостный человек даже миллионы лет будет воспевать святое имя, он никогда не разовьет в себе любовь к Кришне. But Gauranga Bhajale Dushta Baba Durajai Alpadin Brajadam Radha Krishna Pai. But if he worships Lord Chaitanya, very quickly he will attain Radha Krishna. Но если он будет поклоняться Господу Чайтанье, то очень быстро он достигнет Рады Кришны. Understand, Sita? Сита, понимаешь? Okay. One may worship Krishna millions of years, but not again success. But he worships Chaitanya a little bit. Very quickly, he can get love of Radha. He can get Radha Krishna. То есть человек может развивать в себе любовь к Кришне миллионы лет, но не достичь успеха. Но он, если чуть-чуть будет поклоняться Господу Чайтанье, то очень быстро он достигнет любви к Радхе и Кришне. Okay. That is the special glories of Nabadvip. Это особая слава Набадвипы. No? If one worships Krishna, he may or may not attain success. То есть тот, кто поклоняется Кришне, он может достичь успеха, а может не достичь. Because Krishna is a businessman. Потому что Кришна – это бизнесмен. How much devotion you have, that much he gives you. Сколько у тебя есть преданности, столько он тебе и даст. But Lord Chaitanya is not a businessman. Но Господь Чайтанье – это не бизнесмен. If you don't have, he gives. Даже Free. если у тебя нет, он тебе это дает бесплатно. He is not like Krishna. Он не такой, как Кришна. Okay. Because Krishna looks at the qualification. Потому что Кришна смотрит на твой уровень. But Lord Chaitanya does not look at the qualification. Но Господь Чайтанье не смотрит. Therefore, he is the most generous form of Krishna. Поэтому он самый великодушный образ Кришны. Gauranga Bhajale Dusta Baba Durajai Alpadin Brajadam Radha Krishna Pai. So if a very little worship of Lord Chaitanya, one can get Radha Krishna, one can get Vrindavan. Даже немного поклоняясь Господу Чайтанье, человек достигает Кришны и достигает Вриндаваны. Oi Vipra Heta Thake Koraho Bhajan. Heta Thake. Oh Vipra Heta Thake, right? Stay here and worship and do your bhajan. Very soon you will see Lord Chaitanya with his eternal associates. О, Випра, оставайся здесь и совершай свой баджан, и очень скоро ты увидишь Господа Чайтанью с его спутниками.
So don't think the worship of Lord Chaitanya is only in Kali-yuga. His worship is in all yugas. Поэтому не думайте, что Господу Чайтанье поклоняются только в Кали-югу. Ему поклоняются во все эпохи. So, Pushkaraj, the holy place of Pushkar, disappeared from his dream. Итак, Пушкарадж, то есть святое место Пушкар, олицетворенное, ушло из его сна. And voice came. И пришел голос, раздался голос. Very soon, this blessed Kali-yuga will come. Очень скоро вот это благословение Кали-юги сбудется. Okay. Normally, Kali-yuga is not called blessed. Обычно Кали-югу не называют благословенной, Because it's full of sinful activities. потому что ее переполняют греховные поступки. But this Kali-yuga is called blessed because Lord Chaitanya appears in this Kali-yuga. Но эту Кали-югу зовут благословенной, потому что Господь Чайтанье придет в эту Кали-югу. So, some voice came, "Oh, Vipra, don't worry. No, when Lord Chaitanya appears, you will also get a chance to be with him." Раздался голос: «О, Випра, не переживай, когда придет Господь Чайтанье, у тебя тоже будет шанс увидеться с ним». So, next, Nityananda took Jiva Goswami to Uchahata, which is called Kurukshetra. И затем Господь Нитьянанда отвел Дживу на Учахата, то есть это место битвы Курукшетры. Okay. Has Luda heard of Kuruksheta? Люда, вы слышали о поле битвы Курукшетра? Откуда? From where I would... From your daughter, your granddaughter? От вашей дочери или от вашей дочери? Milana, where's Kuruksheta? What happened to Kuruksheta? Милана, скажи, что произошло на Курукшетре? Война Махапрабху. The war of Mahabharata. Well, Krishna spoke Bhagavad Gita there also. Ну и также там Кришна сказал Бхагавад-гиту. That is more important than the war. Это более важно, чем война. So Kuruksheta, very holy place. Курукшетра — это очень священное место. That was made by Parasuram, one incarnation. Оно было создано Парашурамой, одной из инкарнаций Господа. Okay. I've been there once. Я был там однажды. There is huge lakes there, huge. Там большие озера. So Parasuram made those lakes. И их создал Парашурама. Okay. I won't tell the history, otherwise Ludo will run away. But the old history. Не буду я рассказывать истории, иначе все сбегут, но там была история. So 5,000 years ago was huge war there. 5000 лет назад там произошла большая, скажите мне, битва. And Krishna, God, he personally spoke his instructions there 5,200 years ago. И 5000 лет назад Господь Кришна произнес Бхагавад-гиту на этом месте. Okay, it's like 4 hours north of Delhi. Это где-то 4 часа от Дели, на север. Has anyone been there? Кто-нибудь из присутствующих был там, на Курукшетре? Kameshri? No. Anyone? Кто-нибудь был? Malati? Purushottam? No. Никто. Ananga Mohan, have you been to Kuruksheta? No, he hasn't. Anyway, it's 4 hours north of Delhi. То есть это 4 часа к северу от Дели. Okay, so Nityananda is now explaining how that holy place, Kuruksheta, is also situated in Nabadvipam. И здесь Нитьянанда объясняет, как это святое место Курукшетры также находится здесь, на Набадвипадхаме. So Nityananda said, Нитьянанда сказал: all demigods and all holy places also reside here. все полубоги и все святые места пребывают здесь. The result, if you stay in Ekachakra for 100 years, the same result you get by staying here for one night. То есть тот результат, который ты получаешь, пребывая в Экачакре на 100 лет, тот же самый результат получаешь здесь, пребывая здесь всего лишь одну ночь. Okay.
That's why just by sleeping, you get the result of visiting all holy places. Просто переспав здесь, в Набадвипа-дхаме, ты получаешь результат, как если бы ты посетил все святые места. Okay, Purushottam, just by sleeping here, you get the result of doing all spiritual activities. То есть, Пурушоттам, просто поспи здесь, и ты получишь результат всех духовных видов деятельности. Just by walking, one gets the result of performing huge Vedic fire sacrifices. Просто шагая по этому месту, ты получаешь результат совершения больших жертвоприношений. So this place is so great, all the demigods, they give up the heavenly planets, they also come here, where they discuss topics of Lord Chaitanya. И это место настолько великое, что все полубоги оставляют свои жилища и прибывают сюда для того, чтобы обсуждать игры Господа Чайтаньи. Okay, so then anyway, Nityananda talking about the parikrama of Nabadvip. Нитьянанда обсуждает здесь парикраму по Набадвипе. Okay. Parikrama means like circumambulation. Парикрама означает обходить вокруг чего-либо. 3 nights, you can do it in 3 nights, 5 nights, or 9 nights. Ты можешь совершать ее на 1, на 3 или на 5 ночей. I think ISKCON still do 9, they do 9 days, parikrama. Ой, извините, 3, 5 или 9. И кажется, Искон совершает 9 дней And парикрамы. they stay each night like this at the holy places. Their parikrama is very. И каждую из ночей, I've heard. я не знаю, но Then Nityananda came to the place called Panchaveni. затем Нитьянанда пошел в место, которое называется Панчавени. Panch means 5. Панч And Veni означает means river. 5. Вени – это река. Here, 5 rivers join the Ganga. В этом месте 5 рек сливаются в Гангу. Okay, so the 5 rivers are И вот эти 5 Mandakini, рек, Alakananda, Saraswati, Yamuna, and Bhogavati. These are the 5 rivers. Гурудев сейчас перечислил 5 рек, которые вливаются в Come on, Гангу. Chant, you can say them. Сарасвати, Anyway, 5 rivers. When I did my first parikram with Gurudev, then we were taking bath at this place, Panchaveni. когда я совершал свою первую парикраму с Гурудевом, мы приняли омовение вот в этом месте Панчавени. So we took bath, we came out, and Gurudev was there. Мы приняли омовение, вышли, и там был Гурудев. So there was like 3 or 4 of us. И нас было 3 или 4. Then he said, "Do you know the name of this place?" But we didn't know because first time. И Гурудев тогда спросил: вы знаете, как называется это место? Но мы не знали, потому что мы первый раз там были. We said no. Gurudev said, "This is Panchaveni." I remember. Мы сказали нет, и Гурудев сказал: это Панчавени. He said, "Lord Brahma did fire sacrifices here for tens of thousands of years." Он сказал, что Господь Брахма совершал здесь огненные жертвоприношения десятки тысяч лет. And he pointed to the water. This is not water. This is liquid prema. И он указал на воду. Это не вода, сказал он, это жидкая према. He said, "You are very lucky to come here." Вы очень удачливы, придя сюда. So we cheered and we went and took bath again. Мы возликовали и снова приняли омовение. Because first time we didn't know what is this place, but then you know something, then you take with extra feeling. No? Потому что, когда мы первый раз принимали омовение, мы не знали, что это за место. Но теперь, когда мы узнали, мы сделали это еще раз с особым чувством. Okay, so this place is called Maha-Maha-Prayag. Это место называется Маха-Маха-Праяг. So together, Maha-Maha-Prayag, Baliya Rishigan, Koti-Koti Yogya Hetu Koile Brahmasa. So with the rishis and Lord Brahma, they performed fire sacrifices here for millions of years. То есть Господь Брахма с другими риши совершал здесь миллионы лет огненные жертвоприношения. By taking bath here, one will never have to take birth again. Если кто-то примет здесь омовение, он больше не родится снова. Don't worry, Kevin, when you come, we won't tell you where it is. Не переживай, Кевин, когда ты туда придешь, мы не расскажем тебе, где это место. If you take bath there, you never take birth again.
Если принять омовение там, то больше не рождаешься. Who Iha Mahima Keva Vani Varapori. Who can describe the glories of this holy place? Кто может описать славу этого великого места? In comparison, all other holy places are like dry rivers. В сравнении с ним все остальные святые места подобны пересохшим рекам. Anyone who dies in this place will achieve the spiritual world. И любой, кто умрет в этом месте, достигнет духовной обители. Actually, that's where the cremation ground is. И на самом деле там проводят кремации, крематории. The government has a cremation just here. So anyone who's cremated there, they go to, you can imagine what happens to them. То есть представьте, если кого-то там кремируют, что происходит с ним дальше. Какая удача. So anyone who dies in the water, in the land, or in the air of this place will achieve Goloka. То есть любой, кто умрет в воде, на берегу или даже в воздухе этого места, достигнет Галоки. Okay, so if you're flying to India and the terrorist blows up your plane, but you're flying over this place, then very lucky. Если вы полетите в Индию и ваш самолет захватят террористы, и вы будете пролетать над этим местом, то ваша жизнь увенчается успехом. So Nabadvip is 9 islands. Набадвипа состоит из 9 островов. Okay, we just discussed before Kul Madhyam Dweep. Мы только что обсуждали Мадьям-двип, So this island is called Kola Dweep. а этот остров называется Кола-двип. Okay. So there's another story from Satyuga. Есть еще одна история с Сатья-юги. One time there was a Brahmin called Vasudev who Жил was однажды worshipping Lord Varahadev here. браман, которого звали Васудев, и он поклонялся Господу Варахадеве здесь. Nityamanjari came to Navadvip. Нитьянандой была в Набадвипе? So in Satyuga he was worshipping the deity of Varahadev То есть в Сатья-югу он поклонялся божеству Варахадеву, because Varahadev appeared in Satyuga. потому что Варахадев явился в Сатья-югу. So this is millions and millions and millions of years ago. Это миллионы и миллионы и миллионы лет назад было. So he was praying, "Oh Varahadev, please let me see you. If I cannot see you, my life has no meaning." So he was weeping and rolling on the ground here. И он плакал и сокрушался: «О Варахадев, позволь мне увидеть тебя, потому что если я не увижу тебя, моя жизнь будет бесполезной». И вот так он молился и катался по земле. So after just some few days, Lord Varaha manifested himself to the Brahmin, Vasudev. И через несколько дней Господь Варахадев явился этому браману. Nanaratna Bhushan Bhushita Kalivar Padgriv Nasmuk Chakshu Manoha. His nose, his eyes, his neck, his face, his eyes, his whole body was supremely enchanting. И его нос, его глаза, его шея, абсолютно все в нем было божественно прекрасным. He was covered with so many ornaments. Он был покрыт многочисленными украшениями, And he was very tall, like a mountain. и он был высок, как словно гора. Bhumipari Vipra Pranamya Prabhupai Kandya Akul Hoile Gadagadjai. So this boy was weeping and rolling at the feet of Kaladev, of the Sringadev. И этот браман, этот юноша, он плакал и катался у стоп Варахадева. So the Lord was very kind and he spoke very sweetly to the boy. "Oh Vasudev, I am very satisfied by your worship. In the beginning of Kali-yuga, I will appear here. Listen carefully." И тогда Господь очень добро отнесся к этому браману, этому юноше, и сказал: «О, я очень доволен твоим поклонением, и очень скоро я приду сюда в Кали-югу в особом воплощении». Nabadvip Sam Dam Nahitru Bhavane. In the three worlds, there is no place equal to this Nabadvip. Во всех трех мирах невозможно найти место, которое можно сравнить с Набадвипой. Hang on. Had electric defect. So in Satyuga, in the beginning of creation,
there was a demon called Hiranyaksha. В Сатья-югу в самом начале творения был демон, которого звали Хираньякша. Hiran means gold. Хира означает золото. He was always thinking, how can I get more wealth? How can I get more wealth? Он всегда думал только о том, как же ему еще разбогатеть, где добыть еще больше благ. Like Kурукшетра at the petrol station. How can I get more? How can I get more? И он все думал, как же мне заполучить больше и больше. So he actually took all the gold from the Earth planet. И на самом деле он высосал все золото из планеты Земля. So the Earth became out of orbit И тогда Земля сошла со своей орбиты and it fell to the bottom of the universe. и упала на дно Вселенной. So that means there's disturbance in the creation. No? Это означает, что произошло большое беспокойство в творении. Number one, this demon is doing so much nonsense. Number two, the Earth cannot find the Earth. То есть первое, это то, что этот демон приносил очень много беспокойства, что он делал вот эту разруху, совершал. А второе, то, что Земля сошла с орбиты и упала, никто ее не мог найти. So all the demigods prayed to Bhagavan, please help us. They prayed to Lord Brahma, and Lord Brahma, he prayed to Bhagavan. Don't worry, the Supreme Lord will come, he will take care. И все полубоги взмолились Господу Брахме, пожалуйста, помоги нам. И Господь Брахма сказал, не переживайте, Господь поможет нам. Он обратился к Господу Вишну. So Lord Brahma was in meditation thinking, oh, Krishna must help us like this. So from his nose came this boar incarnation, Varahadev. И в то время, пока Господь Брахма думал о том, что Кришна должен нам помочь, и медитировал на него, в этот самый момент из его носа вышла инкарнация вепря. So Varahadev said, in the beginning of creation, I killed Hiranyaksha. И Варахадев сказал, в самом начале творения я убил Хираньякшу. And now I am appearing before you. А сейчас я предстал перед тобой. Nabadvip seve sarva tirtha virajai, Nabadvip vas sarva tirtha vasahoy. All holy places are in Nabadvip. Therefore, by staying here, one gets the result of residing in all the holy places. Все святые места пребывают здесь, в Набадвипе, и поэтому тот, кто живет здесь, он получает результат жития во всех святых местах. You are very fortunate to live here. Ты очень удачлив, что ты живешь здесь. In Kali-yuge, I will appear in an unprecedentedly attractive form. И в Кали-югу я явлюсь здесь в беспрецедентно прекрасной форме. At that time, you will also take birth to serve me. И в то время ты тоже родишься здесь, чтобы служить мне. So, Vasudeva Vipra was a very great scholar of the scriptures. Васудев Випра был великим знатоком Писаний. So he began to examine all the scriptures. Then he could understand, yes, oh, in the seventh day of Manu, in the seventh Manu, on the 27th Kali-yuga, Lord Chaitanya will appear here. И он начал проверять все святые Писания и действительно пришел к выводу, что во время 7-го Наману, в 27-ю Кали-югу, Господь Чайтанье явится здесь. But this is given in a very hidden way. Но в Писаниях это дается очень скрытым образом. Only intelligent person can understand. Только разумные люди могут понять это. Like it said, Rupa and Sanatan, 500 years ago, they also studied the scriptures. They could also understand Lord Krishna will appear in Nabadvip. Therefore, they were living around this area, waiting when he will come. Так же, как Рупа и Санатан, 500 лет назад они тоже изучали Писание и пришли к выводу, что Господь Кришна в образе Господа Чайтаньи придет сюда. И поэтому они всегда пребывали где-то в этой области, потому что они ждали его. So in his mind, the Brahmana began to worship Lord Chaitanya. И в своем уме этот Брахман начал поклоняться Господу Чайтанье. So in his mind, he was chanting, Gaura Hari, Nitai Chaitanya, like this. И в своем уме он постоянно воспевал Гаура Хари, Нитай Чайтанье. So from that time, everyone calls this island Kala-yuge. И в то время это место все называли Кала-юге, этот остров. Okay, so as there are 12 forests in Vrindavan, there are also 12 main forests in Nabadvip. Так же, как во Вриндаване есть 12 главных лесов, также и в Набадвипе есть тоже 12 главных лесов.
only the order is reversed. И измененное только там порядок этих лесов, он изменен. Okay. Does anyone have any questions? У кого-то есть вопросы? Purushottam, any questions? Курукшетра? Oh, Gurudev. Thank you. Why not? I don't know. I don't Be know. lamenting why my life has no meaning. I could not touch such a holy place. Yes, I wish I could be there, Gurudev. Yes, real service. Any questions from anyone? У кого-то есть вопросы? Who is У меня есть Elena вопрос. Trotsky? Who is she? У меня есть вопрос. Елена. Можно? I have a question. А кто это спрашивает? Я не Who is вижу. that? Кто вы? Кто задает вопрос? Я задаю вопрос. Я могу задать вопрос? А как вас зовут? Мадав Махини из Аски. Okay, I do. Yes. Вот Гурудев говорил, что значит, Браман подумал, что это Кришна так решил, что он должен идти там, в город святой, да? А на самом деле это решил он сам. А как понять, когда Кришна решает за нас, что мы делать? Как понять, что это мы делаем, а не Кришна за нас решает? Gurudev, when you said that story about two people who were worshiping Radha and Krishna in Radhakunda, and one of them went to Dwarka, and you said that sometimes we think that this is Krishna arranged something, but that was not Krishna, that was ourselves. And how to understand which case is Krishna arranged or ourselves? If you suffer and get burned to ashes, that means it was your arrangement. Если в итоге вы страдаете и сгораете от стыда дотла, то это значит, что это вы придумали себе так. Okay. That's why we need guru, right? Поэтому нам и нужен гуру, так? Because generally we tend, even if we want to do some service, but because of our selfish natures, the end goal of the service will be our enjoyment. Но из-за того, что у нас такая наша природа, что даже если мы хотим совершать какое-то служение, то в конце концов это служение, оно направлено на наше собственное наслаждение, потому что такова наша природа. Right? Because mostly, I'll do this. I do what I like for Krishna. We are mostly like that. Потому что в большинстве случаев мы думаем так, что я хочу сделать это для Кришны, потому что мне это нравится. Like Katyani thinking, I will offer borscht and grechka to Krishna. Как Катяни, например, думает, я предложу Кришне борщ и гречку. Does Krishna eat borscht? I don't know. I never heard. Но я ни разу не слышал, чтобы Кришна ел борщ. Our nature is we do what we like. Because Наша природа такова, что мы делаем то, что мы хотим, то, что нам нравится. But devotion to Krishna means doing what Krishna likes. Но преданность Кришне означает делать то, что нравится Кришне. That's why what Guru wants, we should do that, not what we like. Поэтому мы должны делать то, что хочет от нас Гуру, а не то, что мы хотим. Okay, that's a good way to understand if it's your desire or something else. Это хороший способ понять, это ваше желание или что-то другое, или Кришнина. Okay, who is Elena Troshina? Who is she? Кто такая Елена Трохина? Я правильно произнесла фамилию? Is it Kadasi? Okay. Гурудев, Хари Кришна, давати, Екадаши. She seems to have gained weight in Petersburg. Sorry. She seems to have gained a little bit of weight in Petersburg. Кажется, ты набрала вес в Петербурге. Is it true? Так. Any other questions? Что ты сказала? Вес набрала во Вриндаване. I gained some weight in Vrindavan. I also gained weight. Don't worry. Fat means happy. Не переживай, я тоже набрал вес. Толстый, значит счастливый. Any questions from anyone else? Есть у кого-то еще вопросы? Okay. For new people, all these names might seem a bit bewildering, no? Для новых людей все эти вещи, все эти темы могут казаться немножко сбивающими. But we are lucky just to hear.
Но мы удачливы просто от того, что мы слышим это. Like if we run through an incense factory, when we come out the other side, some fragrance will be there. Если мы пробежимся по фабрике по производству благовоний, когда мы оттуда выйдем, то какой-то аромат останется на нас. So hearing all these things is like running through an incense factory, no? We come out the other side, just hearing these names, we become purified. И вот слушание этих тем, оно то же самое, что пробежаться по фабрике благовоний. Когда ты выходишь оттуда, то просто послушав эти имена, эти названия, эти места, то ты очищаешься. So another island is called Ritudvip. Еще один остров называется Ритудвип. Ritu means season. Риту означает сезон. So Nityananda came to Ritudvip. И Нитьянанда пришел в Ритудвип. Vriksha Saba Nita She Pavana Bayadir Kushum Kuteche Koribit. So the trees full of flowers and full of fruits were bowing down. И в этом месте деревья были переполнены цветами и фруктами, и от этого они склонялись. So the air was full of nectar. Воздух был наполнен нектаром. So many bees were intoxicated, making noise. И множество шмелей, они были опьянены и все время жужжали. This would attract the minds of the travelers going here and there. И это привлекало умы путешественников, которые проходили мимо. Bolete bolete rai, boile pagare prai, bole shinga a shingra kati, batsagan jaya dure kanai, ritrupure ekona oishe shishumati. Nityananda became like a mad person absorbed in the mood of Baladev. Нитьянанда стал подобным пьяному человеку, который был погружен в настроение Баладева. Bring my horn. Он сказал: принесите мне мой рог. From that sound you can make, like conch. Потому что рог, он как раковина, из него можно извлекать такой же звук. So sometimes they use flutes, sometimes they use horns, Krishna and Balaram. Кришна и Баларама иногда используют флейт, а иногда используют рог. Krishna is not here, he's still sleeping. Кришна все не здесь, он все еще спит. And the calves have gone away. А все телята ушли. Kotai Subal Dam, Ami Ek Balaram, Go Charana Jaite Na Pari, Kanai Kanai Boli, Daka Chari, Manoboli, Laf Mari, Hatadui Kari. Oh Subal, where are you? Oh Sridam, where are you? I cannot graze the cows alone. О Субал, где ты? О Шридам, где ты? Я не могу пасти коров один. Kanaya, Kanaya. Nityananda began shouting, Kanaya, Kanaya. So he jumped loudly, he jumped high in the air. И Нитьянанда начал кричать: Каная, Каная, и подпрыгивать высоко в воздух. With his two hands in the air. Hati Duika. С двумя He jumped in поднятыми the air, руками. Kanaya. Он высоко прыгал и кричал: Каная, Каная. Because don't forget, all holy places contained in Nabadvip. That means definitely Vrindavan is also contained in Nabadvip. И не забывайте, что все святые места, они содержатся в Набадвипе. И, конечно же, Вриндаван тоже содержится в Набадвипе. So Nityananda always absorbed in that mood here. И Нитьянанда всегда погружен в это настроение, пребывая здесь. So the devotees with him, like I think Ishan, some devotees like Ishan, probably Jiva Goswami, they were with Nityananda. И такие преданные, как Ишан и Джива Госвами, они были там вместе с Нитьянандой. So the devotees said, "Oh Nityananda, be peaceful. Gaurasundar is not here now." И они начали успокаивать его: о, Нитьянанда, успокойся, Гаурасундра еще не пришел сюда. Means Krishna is not here. Это означает, что Кришна еще не здесь. Sanyas Korika Hari, Gela Nilachala Pori, Amade Kangal Korea, Tasuni Nityananda, Hoile Nirananda, Konde Loti Bhumti Poria. So Nityananda began to weep. Yes, he has left us, taken sannyas and gone to Jagannath Puri. He has left us here like beggars.
И Нитьянанда начал плакать. Да, он оставил нас и принял саньясу и ушел в Пури, и оставил нас здесь, подобно попрошайкам. Nityananda began to weep and roll on the ground. Нитьянанда начал плакать и кататься по земле. Ki duk kanayabai, amasab charijai, sanyas hoile nilachal, e jivan na rakibe, yamuna jampadibe, bale achatena seshta. Oh, why my brother has left me and taken sannyas and gone to Nilachal? О, почему мой брат оставил меня, бросил меня, принял саньясу и ушел в Нилачалу? E jivan na rakibe, without him I cannot live. Без него я не могу жить. I will commit suicide by jumping in the Yamuna. Я совершу самоубийство, прыгнув в Ямуну. Saying like this, Nityananda fell to the ground unconscious. И в этом настроении Нитьянанда упал на землю и упал без чувств. All the devotees began to chant the holy name surrounding him. Hare Krishna, Hare Krishna. И все преданные окружили его и начали воспевать святые места. Харе Кришна, Харе Кришна. But even 1 hour and 36 minutes, he did not move. Nityananda remained unconscious. И целый час 36 минут Нитьянанда был без памяти и не двигался. Then devotees thought we should try something different. So Тогда they began преданные, chanting, Gaura Hari, Gaura Hari. Then Gaura Hari, Gaura Hari. Very quickly, Nityananda got up. преданные решили, о, мы должны попробовать что-то другое. И начали воспевать Гора Хари, Гора Хари. И тут сразу же Господь Нитьянанда подпрыгнул. Then Nityananda said, this is Radha Kund. Тогда Нитьянанда сказал, это Рада Кунда. Gaura Hari would come here every afternoon and also perform Nam Sankirtan. Гора Хари будет приходить сюда каждый день после полудня и совершать Нагара Санкиртана. And what Gaura Hari would think, we will hear next class. И о чем будет думать Гора Хари в это время, мы послушаем на следующей лекции. Okay, we can do one more Russian class in the week. Мы можем делать еще одну лекцию русскую на неделю. I know I said that last time and didn't do it, but this time I will. Да, я помню, я то же самое говорила в прошлый раз, но в этот раз я это сделаю. Okay, devotees, thank you very much. Хорошо, преданные, большое вам спасибо. Okay, Jai Sachinanand Gaura Hari Ki Jai. Hari Bol. Thank you, Гурудев. Haribol.